Ботинки рабочих чавкали по масляному песку, когда они спешили на место происшествия. У всех были странные выражения лиц, и они не могли сдержать своих вздохов, когда встретились с Фанком на месте. Он чувствовал себя ошеломленным, задаваясь вопросом, реально ли это все? Обманывали ли его глаза? Он никогда не думал, что найдет что-то подобное, выползающее из камня. Но он все еще не имел понятия, что это было. Но прежде чем мы начнем нашу историю, нажмите кнопку «Нравится», обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить новые истории. Это был всего лишь очередной рабочий день для шахтера Шена Фанка, который 12 лет работал строителем и оператором тяжелой техники. Фанк видел многое, от бесполезного мусора до ценных находок. Он думал, что видел все, но ему и представить не мог, что он вот-вот станет свидетелем самого странного и невероятного события в своей карьере. Двигаясь к экскаватору на шахте Millennium в Альберты, Канада, Фанк готовился к очередному полному дню раскопок. Часами Фанк управлял своим экскаватором, как обычно, создавая огромные впадины в земле, полные песка и нефти, смешанные с битумом. Он смотрел на свою яму из мокрого песка и камня и смеялся. «Только песок, нефть и камни», — думал он. Он продолжал копать, но как только он ударил по земле, чтобы забрать очередной кусок древней почвы, он услышал громкий треск. Он ударил по чему-то твердому. Он освободил куски земли от своего экскаватора и вышел, чтобы посмотреть, что выпало. Он заметил что-то странное на кусках камня, поэтому погрузил их на кузов своего грузовика, чтобы исследовать. Он вернулся на свой участок и заглянул в большую яму, которую он вырыл в земле. То, что он увидел, заставило его сердце забиться. Заметив расширяющуюся трещину, он схватил лопату и начал копать. Его силы удвоились от прилива адреналина, но этого все было недостаточно. Ему нужна была поддержка. Тем не менее, у Фанка не было ни секунды, чтобы думать. Он действовал на чистом инстинкте, когда стоял за большим валуном, делая все, что мог. Он услышал шум. Это была подмога. Они прибыли силами, привезли большой кран и столбы. Они готовились поднять большой камень в воздух. Они выкопали под камнем и положили деревянные доски, чтобы удерживать его. Фанк помогал, нервно наблюдая, как они готовились к взлету. После того, как он увидел, что произошло, он стал сильно заинтересован и не мог отвести глаз от этой умопомрачительной аномалии. Как только команда строителей успешно подняла огромный камень из разрушающейся поверхности, Фанк почувствовал облегчение, но это было еще не все. Как только кран опустил камень на землю, резкий звук пронзил атмосферу. Камень раскололся пополам, обнаружив именно то, что, по мнению Фанка, он видел. Команда из Королевского музея палеонтологии Тиррелла прибыла на место. Фанк наблюдал, как их глаза выпучились от шока и удивления, когда они поняли, зачем их вызвали. Фанк рассказал все, и они провели часы, осторожно копая через разбитые куски камня, собирая то, что можно было увидеть только чтобы поверить. Что это было? Невероятно, но Фанк обнаружил окаменевшего динозавра, который был окаменел от своего носа до бедер. Это означало, что он был чудесно сохранен с момента своей смерти 112 миллионов лет назад. У него были не только зубы и кости, но и кожа и остатки его кишечника. Явление настолько редкое, как выигрыш в лотерею. Ученые предполагают, что несчастный динозавр умер и был смыт в реку большим наводнением. Он оставался на плаву благодаря газам в своем теле, которые унесли его тушу
перевернутую Бели-Ап далеко в море. Через неделю или около того туша лопнула и опустилась на дно океана. Минералы просочились в кожу и броню и поддерживали его спину, увековечивая его форму, пока на него не навалились тонны камней. Исследователи из музея и со всего мира работали неутомимо в течение 6 лет, чтобы испытать, сохранить и подготовить останки этого динозавра, воссоздавая его невероятную историю. Ученые пришли к выводу, что этот динозавр был четвероногим травоядным, покрытым бронированной кожей и шипами с длинным хвостом. Это было совершенно новое открытие вида, названного натуром. В окаменелом состоянии натур весил около 2500 фунтов, что дает ученым разумное представление о том, сколько он весил, когда был жив. Они оценили, что натур весил около 3000 фунтов. Это означает, что натур был довольно одиночным существом, когда бродил по Земле 100 миллионов лет назад. Чудо совершенно сохраненных останков натура до сих пор озадачивает ученых, особенно после его трудного и долгого путешествия к своему последнему месту отдыха. Точно как произошло это сохранение, до сих пор оставалось загадкой для экспертов. Все, что они смогли определить, это то, что это должно было произойти быстро, потому что натур лежал невозмутимо миллионы лет после того, как был покрыт нефтью. Благодаря прекрасному состоянию натура ученые смогли использовать современные рентгеновские сканы, чтобы увидеть, что находится внутри жесткого экзоскелета динозавра. Они смогли увидеть его костную структуру и даже внутренние камеры желудка зверя. Так хорошо сохранилась эта находка. Никто не мог поверить в это, особенно человек, который ее нашел. Натур теперь выставлен в Королевском музее Таила, и ученые все еще изучают его останки, продолжая узнавать больше о доисторической эре динозавров. Что касается шахтера Шена Фанка, он может сказать, что сыграл ведущую роль в одном из самых значительных открытий динозавров в мире на работе. И ученые все еще не закончили с этой находкой. В начале 2019 года ученые все еще изучали натура и его сканы, чтобы продолжать узнавать о динозаврах в целом, поскольку ничего подобного ранее не находили. Однако это был не первый случай, когда кто-то случайно наткнулся на что-то древнее и монументальное. Кто-то сделал открытие в своем собственном дворе, которое соперничало с находкой натура. Звук полицейских сирен раздавался в воздухе, в то время как сотни людей стояли и собирались у берега реки во дворе местного фермера. Прямо перед их глазами было что-то, что с первого взгляда не могло быть объяснено. Что-то, что было обнаружено так неожиданно фермером во время простой прогулки по своему двору. Для этого фермера Хосе этот день начался как обычный день, когда солнце светило на его новый дом в Буэнос-Айресе. Фермер Хосе Антонио Ньевес решил отправиться на прогулку в рождественский день по своему двору со своей собакой. Он еще не исследовал окры земли, включенные в ферму, включая берег реки и ручьи. Поэтому он открыл заднюю дверь и отправился в путь. Мало ли Хосе знал, что он вот-вот войдет в историю, идя вдоль берега реки со своей собакой рядом. Хосе вдруг заметил что-то странное в грязной воде, застрявшее в берегу. Это выглядело как огромное гигантское черное яйцо. Хосе остановился на месте. Что это было на самом деле? Он почувствовал внезапное чувство любопытства, подстегивающее его приблизиться поближе. Когда Хосе приблизился к странному объекту, он заметил, что он полностью покрыт грязью. Он решил попытаться выкопать его, и по мере того, как он это делал, истинный размер объекта медленно обнаруживал себя, достигая 3 футов в ширину. Он был слишком большим, чтобы быть каким-либо видом яйца. Так что это на самом деле было. Вытирая пот с лба,
Хосе копал этот объект в течение 15 минут. Он испытывал трудности с тем, чтобы вытащить его из грязных берегов реки. Когда он вздохнул и посмотрел на своего собачьего спутника, он знал, что ему нужна еще одна пара рук, чтобы помочь выяснить, что это за объект. Позвонив жене за помощью, Хосе сказал ей, что он нашел огромное черное яйцо, которое, похоже, пришло от динозавра. Потеряв дар речи, его жена ответила смехом, признав, что не верит ему, думая, что это шутка. Но, как они вскоре обнаружили, это была не шутка. Прибыв на берег реки, жена Хосе потеряла дар речи от увиденного. Желая узнать больше, она помогла Хосе попытаться выкопать загадочный объект из земли, стараясь при этом не повредить его. Однако, несмотря на все их усилия, пара посмотрела друг на друга и вздохнула. Они знали, что им нужна поддержка. Когда Хосе набрал 911, он надеялся, что они поверят ему, когда он расскажет им о своей находке на заднем дворе. Но тогда снова такие вещи не случаются в маленьком городке, как Карлос-Спази. Говоря с полицией, сначала они подумали, что Хосе шутит, что звонок был всего лишь очередной шуткой от каких-то скучающих подростков. Но это был не розыгрыш. Хосе убедил полицию приехать и посмотреть на объект. И они согласились. Когда они прибыли, сотни местных жителей собрались у берега реки. Пока жители фотографировали, желая приблизиться к этому объекту из другого мира, собака Хосе начала исследовать местность. Мало ли Хосе знал, что его собака вот-вот поможет расследованию. Как любопытная собака нюхала, махая хвостом в воздухе, она начала лаять и рычать возле места, где был найден большой и странный объект. Что нашел пес Хосе? Лай сразу же насторожил Хосе и остальную толпу. Они знали, что им нужно предпринять дальнейшие действия и привлечь экспертов. С растущим напряжением и неотвеченными вопросами полиция решила вызвать 2 местных археологов, чтобы, возможно, помочь объяснить странное открытие. Когда 2 археолога прибыли, они оценили, что этот объект был на самом деле реликвией древних времен. Взволнованные, они знали, что это будет день для запоминания, и как они были правы. 2 археолога начали убирать грязь и помогать выкапывать объект из берега реки. Он, казалось, имел структуру, похожую на чешую, с зеленым оттенком, переливающимся на нем. Когда они пытались копать дальше, они вдруг поняли, насколько тяжелым и огромным был этот странный объект, борясь в липкой грязной воде под палящим солнцем. Через несколько часов группе, наконец, удалось извлечь артефакт. Осторожно они погрузили его на транспорт, чтобы отвезти в лабораторию. Мало ли они знали, что они вот-вот узнают невероятные ответы. В лаборатории археологи провели множество тестов на объекте, изучая странную раковиноподобную структуру. Хотя это заняло некоторое время, они, наконец, объявили, что 2-тонный объект был идентифицирован. Но это был не инопланетный объект, ни яйцо, ни камень. Наконец, у них было объяснение. Оказалось, что этот странный объект на самом деле был своего рода оболочкой или броней доисторического зверя – глиптодона. Ученые и исследователи были взволнованы своим открытием. Наконец, ответ, но, как они вскоре узнали, другие не разделили их волнение. Так как слово распространилось о находке, эксперты выразили свои подозрения, утверждая, что это была инсценировка. Многие ученые признали, что не могут дать разумные и конкретные ответы, ставя под сомнение, как оболочка могла сохраниться в таком хорошем состоянии и в вертикальном положении. Но это открытие было всем, кроме инсценировки, по мнению исследователей. Более 10 тысяч лет назад Южная Америка была полна глиптодонов. Эти млекопитающие напоминали Volkswagen Beetle и весили примерно столько же. Но Хосе,
Фермер, который первым обнаружил раковину, все еще имел вопросы, когда слышал утверждение, что это открытие было инсценировкой. Научный профессор Лизер не согласился, утверждая, что раковина выглядела как настоящая раковина Глептодона. Чувствуя облегчение, зная, что она была правильно идентифицирована, Хосе все еще задавался вопросом, почему она находилась в его дворе и сколько времени она там была. Глептодоны были известны тем, что изначально возникли в Южной Америке, живя на континенте десятки миллионов лет. Их останки также были найдены в Бразилии, Аргентине и Уругвае. Но все еще было одно, что озадачивало ученых. Изучая раковину, ученые заметили, что была другая дыра для головы и наоборот для хвоста. Ученые утверждали, что отверстие не выглядело так, будто было вызвано боем. Значит, была только одна причина – возможность того, что это повреждение произошло недавно. Гигантский окаменелый объект, найденный на ферме, был огромным по размеру, достигая около 3 футов. Однако палеонтологи оценили, что раковина принадлежала и винильному Глептодону. Взрослые особи этого вида могут достигать до 11 футов. До сих пор Хосе не может поверить, что он случайно наткнулся на это, когда гулял по своему двору. Он никогда не сможет избавиться от того чувства неопределенности и любопытства, когда впервые увидел раковину. Это будет момент, который навсегда останется в его памяти.